Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня понедельник, а это значит, выходит очередное отчетное видео о моих готовых работах. Расскажу о процессах, о планах, о покупках, ну все как обычно. Мне кажется, каждой рукодельнице интересно наблюдать за работами других мастеров. Мы для себя что-то новенькое всегда находим. Поэтому всем приятного просмотра. Ну, давайте начну с покупок. Что у меня новенького, что я купила. Так как я сейчас вяжу игрушки, в основном у меня много заказов, и, соответственно, мне нужно много пряжи полухлопка. Игрушки я вяжу из пряжи Yarnart Jeans. И каких-то цветов у меня уже не осталось, и я заказала. Вот этот цвет бежево, такой теплый цвет 07, я из него вяжу пряничных человечков. Купила 2 моточка еще. Так, этот цвет 05, он, как льняной, натуральный цвет, молочный, топленого молочка, даже он посерее немножко. Тоже 2 моточка, но уже один начала. И вот такие 2 мотка, это 01. Он не белоснежный, но белый. Бывает еще более молочный, а есть еще прям белоснежный. Вот такой цвет мне. Также я его использую сейчас в своих новогодних наборах. Так, это что касается пряжи. Заказала еще красную пряжу, темно-красную, тут вишневую, 51 цвет. Но уже второй раз, кстати, заказываю 2 моточка. И никогда такого у меня не было. Пишут, что товар повредился в дороге. Приносим свои извинения, но отправили вам товар заново. Поэтому у меня пока остановился процесс вязания лошадок этих новогодних, потому что красный цвет у меня там остался совсем маленький кусочек этой пряжи, и я не хочу пока начинать, пока не придет новая партия. Поэтому отложила этот процесс. Так, глазки получила, это у меня 6 миллиметров на безопасном креплении. И что еще купила? Набор таких лент, но это у меня не на Wildberries, а уже просто в магазине оффлайн. Все оттенки красного. Мне нужен именно темный цвет был, этот вишневый. И он ярко-красный, алый, этот розовый приглушенный также пригодится, чтобы перевязывать коробочки с подарками. Да? Так, все, ленточки у меня есть, теперь мне их надолго хватит. Кстати, прям большая намотка на каждом рулончике, поэтому тут метраж такой, здесь не написано, сколько метров. Да, 23 метра. Я не знаю, это в сумме 23 или каждого. Каждый цвет по 23 метра. Правильно, что на каждом же наклеена этикеточка. И что же у меня интересненького еще? Коробка будет примерно выглядеть так. Подарочный набор новогодний. Открываем, и что же здесь мы видим? Этот набор у меня все уже забронирован, я его уже более-менее собрала, кое-что там еще, может быть, дополню. И ленточкой сверху перевяжу. Посмотрите, как красиво будет. Такая ленточка сюда подходит. Так, открыточка обязательно в каждом наборе. Вот такой колокольчик. Также он здесь по цвету очень хорошо сочетается с другими игрушками. Маленькая снежинка с ярлычком Handmade. Это я сюда положила. И какие-то игрушки вы здесь видели, вы узнаете, я думаю, барабан. Но мне нужно его доделать, сделать барабанные палочки. Бусинки сейчас надо мне деревянные найти и приклеить на палочки. Пингвиненка вы видели, я вам его уже показывала в предыдущем видео. Заказчик захотел пингвиненка. Снеговичка сюда я положила. Дед Морозика. Надо мне их много вязать. Уже идут заказы на этих Дед Морозиков, чтобы были в наборах. И из новенького у меня появилась такая птичка. Схему на вязание этой птички я опубликовала в своем телеграм-канале. Так что можете перейти и найти эту схему и связать такую же птичку снегиря. Вот такой набор получается. Так, я потом все здесь получше разложу.
И какие я еще коробки нашла у себя дома в наличии. Вот такая коробочка. Мне она очень нравится. Такая нежная. И опять же по цвету прям подходит к моим игрушкам. Вот такая коробочка прелестная. Красота. Нежная. Мне вообще нравятся вот такие, как с мультяшными, можно сказать, принтами, паттернами, да. Эту я еще даже пока не распаковывала, она у меня в пленочке. Не хочу, пусть, чтобы пока не пылилась, будет упакованная. Тоже хороший такой у нее декор. И вот такая. Ну, конечно же, такие подарки в основном покупают детям. И такие коробки, я думаю, должны малышам понравиться. Ну, хотя не только детям, и взрослым покупают такие подарки. Вот, и потом в этой коробочке можно будет что-то хранить, какую-то мелочь. Ну, не выбрасывать, правильно? Они плотные, такой картон хороший, крепкий. Так что у меня подарочными коробками я пока снабжена. Вот такая еще хорошая коробочка у меня есть. Здесь уже побольше будет игрушечек с прозрачным окошком. Также все уложу здесь бумажный наполнитель. Или вот эту рафию, как она называется-то. Так, и купила вот такие прищепочки. Это также в магазине оффлайн. Буду докладывать их в наборы с куколками. Мне кажется, девочкам должны понравиться такие декоративные прищепки. Так, это что касается моих покупок. Вроде бы все показала, но давайте еще я, раз я уже заговорила про новогодние игрушки, покажу, что у меня новенького появилось. Единственное, что приходили ко мне в гости дети, и, может быть, какие-то игрушки перепутали из двух коробок, но я вроде бы старалась вот в эту шкатулочку складывать новенькое. А вот в эту шкатулочку, что у меня было навязано, я вам уже это показывала. Может быть, что-то, конечно, перепуталось, но надеюсь, что я все тут правильно разложила. Так, вот такие две лошадки. Это новенькая. Посмотрите, как красиво смотрится эта лошадка в белом цвете. Сделала ей красные ушки, вот эту сине-зеленую гриву и хвостик, а качалка красно-зеленая. Так, ну и чтобы вы видели, что это новые лошадки, вот еще. Где тут у меня четвертая лошадка где-то была? Вот. И вот они вроде бы одинаковые, но я сделала по-другому, расположила ушки и гриву, цвет, и уже вид другой. Так, все, у меня 4 лошадки пока в наличии, надо еще вязать. Очень они мне нравятся, и хочется мне и на полочку в магазинах отнести, но и в заказы надо вязать, поэтому даже не знаю, где брать время. Так, далее. Вот моя партия, гвардия снеговиков. Так, тут хвосты у меня, гривы, все. Так, вот снеговичок. Ну и один в коробке, да? Уже я туда положила, да? Сколько у меня получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6 и в коробке 7. 7 снеговиков только я связала. Так. Очень хорошая игрушка, простая. Но посмотрите, как он веселенький. Так что вяжем все снеговиков. Начинаем. Это кажется, что у нас времени много до Нового года, но на самом деле все так быстро, молниеносно летит время. Так, новый ангелочек. Сделала его в этот раз, вот видите, с подвесочкой, с зеленым платьем, красная оборочка, красные рукавчики, и волосики сделала таким вот бежевым цветом, как раз который я вам показывала сейчас, новый моточек. Так, и вот такой у меня первый ангелочек. Надо подвесочку сделать. Вот напишите в комментариях, какой вам больше нравится. Но они оба прелестные. Вязать их несложно, быстро, и надо также вязать, вязать и вязать. Так, 2 ангелочка у меня пока. По схеме, которую я связала снегиря, еще связала и синичку. Она, конечно же, в палитру в мою не попадает остальных игрушек, но, может быть, тогда отвезу на полочку в магазин. А может быть, кто-то мне ее и купит. Вот, посмотрим. Вот такой
Маленький птенчик. Ну, цвета все располагаем интуитивно, какие нравятся. Вот. Полосочки где-то как-то мы тут придумываем сами на ходу. И связала для своей коллекции игрушек вот такой мухоморчик. На подвесочке. Посмотрите, какая веревочка, скрутила из пряжи. Разделила ярнард пополам по 2 ниточки. Она состоит из 4 скрутка. Вот разделила и скрутила между собой беленькую и красненькую. Получился как новогодний леденец. И крапинки вышила на шляпке не просто белой ниточкой, а скомбинировала, видите, с зелененькой, да? И травку вышила, чтобы все вот игрушки, они были в одном стиле. Так что, видите, какая красота. Сама вяжу, любуюсь, мне так все это нравится. Так это прям все уютненько. А упаковывать-то, как мне нравятся игрушки в коробочке. Так что надо сейчас навязать побыстрее, а потом уже буду распределять по коробочкам и уже считать стоимость, сколько будут наборы мои по стоимости, так как разная комплектация и плюс-минус цена, конечно же, будет отличаться. Лошадка подороже. Да, что хотела сказать про лошадку. В прошлом году осенью я ходила на ярмарку. В этом году я всего 2 раза сходила летом на ярмарку. Что-то так у меня руки-ноги не дошли туда. Вот, и что хочу сказать. Была у меня лошадка, и не одна на ярмарке. И вот бежевого цвета она у меня была, не новогодняя, такая вот в пастельных тонах, нежная. И вот подошла женщина, я ей сказала, ну уже точно не помню, ну, допустим, 500 рублей. Да вряд ли, я дороже не продавала в прошлом году игрушки. В этом году она, конечно же, у меня будет стоить рублей 900, но не меньше. Кажется, игрушка небольшая, но с ней очень-очень работы много. Ну, не так, чтобы очень, я, может, тут, конечно, преувеличиваю, но кропотливая работа. Вот это все вывязать, ну, сложно тут подлезать. Вот. Вот. И все, 500 рублей ей дорого. Вот она подошла раз, за 300 отдадите. Я говорю, нет, за 300 не отдам. Но 300 рублей это просто связать лягушку из плюшевой пряжи за 15 минут. Ее продают за 300 рублей. А эта лошадка, которую вязать, я не знаю, сколько по времени. Кстати, надо вот засечь время, сколько уходит на эту игрушку. Ну, 350. Ну, я говорю, ну нет, ну, женщина, ну, извините, ну, с радостью бы. Я, конечно, люблю подарки делать, но не настолько. Это все равно мое время, мой труд, мои руки, глазки, пряжа. Она там 3-й раз подошла, ну за 350. И я отдала эту лошадку ей за 350 рублей. Ну ладно, человек пусть радуется, но мы же как-то на благотворительность какую-то. Ладно, и она рада была, и я, хорошо, ладно, рада была ее порадовать. Так что моя лошадка за 350 рублей ушла. Вот, так что в этом году, конечно же, такие цены я ставить не буду. Мы все-таки должны ценить свой труд рукодельницы. Так, все, новогодние вот эти игрушки я убираю, именно которые я готовлю в наборы. Хотя почему в наборы? Может быть, кто-то захочет купить просто одну лошадку. Не обязательно же кому-то нужен набор из нескольких игрушек. Ну, поэтому пишите, и могу отправить вам какую-то игрушечку и отдельно. Так, ну и еще моя любимочка, которая у меня на этой неделе. Я ее довязала, я вам начало уже ее показывала в прошлом видео. И вот я ее доделала. И что же у меня получилось? Какая же прелесть. Так, внимание. Вот такой зайчонок. Ну, посмотрите, какой он милашка. Вообще. Ну, красавец, просто красавец. Так, давайте померяем рост сразу его. Меряю от кончика ушка, потому что ушки стоят на макушке, и до пяточек, так, 29 сантиметров. Игрушка такого среднего размера.
И не маленькая, и не крупная. Посмотрите, какой он миленький. По схеме здесь просто кофточка должна быть и шароварчики, вот эти панталончики. Но я же не могу на этом остановиться. Я связала ему туфельки. Штанишки снимаются, туфельки снимаются. Носочки цельновязанные, шерстяные, вот эти тепленькие. Носки не снимаются. Шарфик ему сделала тепленький. Из той же пряжи, что и носочки. И придумала ему вот такие наушники. Они, конечно, уже украшают эту игрушку. Но я думаю, а вот как зайцу делать наушники, если у него уши на макушке? Вот они и не утепляют ушки. Это не скажешь, что это для утепления, правильно? Тут ушек-то нету. И музыку слушать в них. Надо как-то наушники зайчику наверх придумать. Как эти наушники у меня держатся? Я им сделала такую прозрачную резиночку. Вот она тянется. У меня уже сын и вот так прикладывал к ушкам. Ну так, конечно же, он просто поинтересней. Ну, он и без наушников, конечно же, красивый. Вот. Но я его буду продавать с наушниками. Так он повеселее. Вот, так что вот такой зайчонок у меня получился. Напишите в комментариях, что вы думаете про наушники. Нужны они здесь или не нужны? Я им тут внутри сделала белый цвет, снаружи зелененький. Но эта вот игрушка подходит также по цвету в коллекцию к моим остальным новогодним маленьким игрушечкам. Вот такой лопатулька. Мне надо как-то его красиво сфотографировать. Вот не научилась я еще фотографировать игрушки. У меня как-то и реквизита нет особо. Вот мне нужен какой-то фотофон специальный, чтобы игрушечки стояли. Вот. И вот смотрю вот на эти игрушки связанные, которые у меня из тонкой пряжи. И думаю, конечно же, это совсем другой уровень. Вот не хочу я вязать игрушки из плюша. Да, они вяжутся и легче намного, и быстрее. И там вот не так усилий рукам надо прилагать, как вот эти игрушки из тонкой пряжи. Эти же, конечно, намного сложнее вязать. Вот, так что у меня много плюшевой пряжи, и все они остались такой в натуральной гамме. Я, конечно же, извяжу эту пряжу, всякие зайчики, котики, я все равно, мишки я свяжу, но, наверное, больше плюшевую пряжу я покупать не буду. Я хочу от нее избавиться, но опять это не так-то и быстро, потому что у меня и плюшевой пряжи очень много в запасах. Вот поэтому надо как-то мне остановиться на чем-то одном. Хотя если выходить на ярмарки, я все-таки надеюсь, что ярмарки я все равно буду еще посещать. Мне очень нравится сама атмосфера на ярмарках. Иногда, конечно, просыпаешься с утра и лень, надо все собираться, надо и мужа просить, чтобы он мне помог. Тоже не хочется его лишний раз дергать. Все-таки выходной день. Нужно, чтобы он и выспался, и отдохнул после трудовой недели. Это я целыми днями дома, и мне на выходных на ярмарку выйти, может быть, из-за счастья, а его тоже лишний раз не хочу туда тащить, поэтому он, конечно, не откажет, но ему тоже нравится иногда и посидеть, когда хорошая погода со мной там на скамеечке. Вот он может, ярмарка от нас недалеко, он может приехать, уехать домой, отдохнуть там. Ну, ладно, это что касается ярмарок. Вот. И что я еще думаю, какие у меня мысли? Как мы знаем, следующий год, 2025, у нас год змеи по китайскому календарю. И я вот думаю, что змей все-таки я вязать не хочу. Вижу, что другие рукодельницы уже вовсю вяжут разные эти игрушки змеи в разных вариациях, и из тонкой пряжи, и из плюша, и завитые, и прямые, и с крупными головами, и такие более натуралистичные. Но вот не могу заставить себя вязать змей. И решила, что змей я вязать не буду. Может быть, мне еще и схема не попалась на глаза какая-то вот, которая бы мне приглянулась.
Может быть, какую-то вот увижу игрушку, вот мне торкнет, и мне захочется ее связать, но пока нет. Вот какое-то у меня отторжение от этой игрушки. Не хочу вязать змей. Думаю, пусть даже год змей, я лучше зайчика буду вязать. Вот это мое. Мне это по душе, мне это приятно. Я вижу, сама умиляюсь своим игрушкам. Поэтому нет, змей я вязать не буду. И даже на заказ, мне кажется, если меня попросят, не хочу я их вязать, мне это как-то неприятно. Вот. И я смотрю вот на свои игрушечки, которые у меня новенькие и новенькие все появляются. Я вам чуть позже покажу еще одну игрушку. Я к этому, наверное, и подвожу всю свою мысль. Мне кто-то писал, что вот игрушки вязать это не мое, вот что у меня лучше. Но я об этом как-то уже говорила в каком-то из своих видео, что у меня типа лучше получается вязать воротники, салфетки, а вот игрушки это не ваши. А мне кажется, что и игрушки это мое. И на самом деле, вот мне кажется, что качество моих игрушек с каждым разом все лучше и лучше. У меня уже появляется насмотренность, я уже больше мастер-классов встречаю, мне подписано на множество вязальных таких игрушечных групп, где много интересных схем. И у меня вот со временем, с опытом я уже выбираю мастер-классы, которые мне больше по душе. А когда вяжешь игрушку, которая тебе нравится, я иногда вот вяжу игрушку, и мне прям хочется уже другую начать быстрее-быстрее, потому что я вижу, что если я ее не свяжу, то все, меня просто разорвет. Я прям горю, чтобы быстрее-быстрее начать вязать ту игрушку, вот, которая уже у меня попалась новая на глаза. И поэтому все приходит с опытом, со временем, и также вот и игрушки. Я думаю, что и это, конечно же, несовершенство. Я вижу и свои какие-то недочеты и думаю, что все равно даже через месяц, через неделю моя следующая игрушка будет все лучше и лучше. Вот, так что даже если вы кто-то мне писал, вот я начала вязать игрушки, но вижу, что у меня не получается, я бросила. А я бы не бросала. Если бы вы видели мои первые игрушки, которые я вязала, тоже такие они страшненькие. Я вам их показывала как-то тоже давно в своих видео, что какие игрушечки у меня были. Вот. Поэтому не надо бросать, нужно все равно. Это же вы для себя вяжете поначалу. Ну и пусть она будет где-то кривая, где-то там с дырочками, где-то какая-то там петля не так провязана. Но вы художник, вы так видите. Все, это ваша игрушка, сделанная вашими руками, с любовью. Поэтому пусть будет такая, какая есть. А следующая будет, конечно же, еще лучше. Так, что-то я увлеклась на эту тему. Вот, так что вот такая игрушечка у меня новенькая. Ну и что хочу я вам показать еще. Какая у меня появилась новая игрушка. Ну это просто любовь любовная. Вы не представляете, сколько она мне радости доставила, когда я ее вязала. Так, ну что, дружочек, покажем тебя во всей красе. Так, приготовьтесь. Ой. Ну давай, все, не стесняемся и выходим на сцену, на арену. Вот такой олененок. Ой, я прям держу его, не могу, у меня как пушиночку, мне прям как младенчик. Я прям боюсь его. Ой, нежность моя. И красота. Ну посмотрите, какой это милый олененок. Так, сразу рост, а то я могу забыть измерить его размер, поэтому не его, а ее. Это же девочка, как вы поняли. Хотя я свяжу ему еще штанишки, снимаем бантик, и получится мальчик. Обязательно свяжу еще такую игрушку. Но сейчас мы подробнее ее немножечко рассмотрим. Так, рост такой игрушки получился 26 сантиметров. Чуть-чуть поменьше зайчика. Хотя как поменьше? Зайчик-то с ушком имеет. Ну, давайте вместе их приставим. Вот. Ну, по росту они примерно одинаковые. Олененок чуть-чуть повыше. Если брать вот до макушечки. Я ни рожки не беру, ни ушки. Вот. Но они совсем разные. Так, и что же тут интересного? Вязала такую игрушку первый раз. Именно вот не то, что игрушку, а именно
принцип вязания. Тут какие-то для меня есть новые моменты, которые раньше мне не встречались. Так, ну давайте сверху вниз. Украсила бантиком. Так, бантик снимем, посмотрим, как он без бантика. Вот такая оленяша. Глазки на безопасном креплении. Вышила крапинки на лобике вот здесь. Ушки пришивные. Рожки пришивные. Носик вышитый. Так, это голова. И что интересно, голова поворачивается. Единственный вопрос у меня, первый раз такое вязала таким методом. Вот голова крутится. Тут вывязывается шея, на шее такая как бы болваночка, и голова просто насаживается на вот эту, вот такая пимпочка вверху шеи, и потом уже довязываются нижние ряды головы. Я тут еще немножечко лишних провязала убавочек, чтобы она уже плотно села. И если мы вяжем куколок с поворотными головами, то мы там прикрепляем нитку и на макушке затягиваем вот здесь, да, и делаем узелок. И под паричком не видно этого узла, и голова никуда не денется. А эта голова у олененка просто насажена. И я уже вот тяну. Да, она плотно сидит, не должна никуда она потеряться, но я думаю, неужели есть такие дети, которые хотят оторвать голову? Я, конечно, сильно не тянула голову. Я думаю, если прям резко дернуть, то можно оторвать ее, конечно же. Ну, опять же, детские руки не настолько же сильные, чтобы вырвать голову. Но в то же время, если голова оторвется, мама может также взять иголку и пришить эту голову к шее. Ну нет, ну не должна. Ну нет же таких детей-варваров, чтобы с такой силой это... Что должно быть в голове, чтобы захотелось оторвать игрушки вот голову, да? Но нет, я думаю, что мои покупатели все очень нежные и будут трепетно относиться к этой игрушечке. Так, вот эту птичку, это друг этой оленяши, я сделала ее пока что на резиночке, чтобы она не потерялась. И они вместе могут, давайте вот как они вместе смотрятся, вот так вместе гуляют по лесу. Давайте птичку рассмотрим. Тоже маленькая птичка, а вот сколько ее вязать? Туловище, крылышки, пришить, лапки связать, пришить, вышить клювик. Вот эти перышки на грудке, я не знаю, видно на камере, они светленькие, не стала на контрасте их тут делать сильно. Тоже с ней надо повозиться. Вот сделала пока их на резиночке, чтобы не потерялась птичка. Если не нужна эта резиночка, ее можно просто отрезать и вытащить. Вот, ну как комплект, пусть будут вместе, они в паре. Так, дальше. Вот такие лопаточки. Горчичный цвет. Легко снимаются. Так, снимаем. Дальше. Платье сзади на 2 пуговицах. Впереди я пришила пуговичку деревянную из кокоса в форме сердечка красной ниточкой. И по подолу двойная рюшечка. Ну, красота. Платье прелестное. Связала его в таком лесном, натурально зеленом цвете. Мне кажется, очень к лицу моей оленяшечки это платье. Так, и что еще мне понравилось, что ножки гибкие. Видите, в коленочках сгибаются. Подвижная игрушечка, такая она мобильная. И это куколка. Назову ее куколкой, потому что тут ручки, ножки. Это же не так, как на 4 копытах, правильно? Лошадка или там лось, олень. А это уже как куколка. Можно наряды менять. Также вот мы как куколки Эмили с вами вязали разные кофточки, юбочки, комбинезончики. Также можно и для этой игрушки связать комплекты одежды. И эта игрушечка может сидеть. Ну, конечно же, можно облокотить, но вот за счет платья пышного вот она сидит даже и без опоры. И вот она, я представляю, будет сидеть на столе передо мной. Ой, ну какая же моя лапочка.
Вот такая игрушка. Напишите в комментариях, как вам такой олененок. Связана она по иностранному мастер-классу на английском языке. Автора я напишу в описании под видео. Сейчас я и не вспомню. Если есть в описании автор, я уже точно сказать и не могу. Я как-то без внимания связала, кто автор. Но там целая серия этих игрушек. И я уже начала вязать новую игрушечку. Так, где же есть? Вот. Кстати, вот резинка, которой я креплю вот наушники на эту нить. Резинка силиконовая. Вот наушники на эту ниточку я прикрепила. Вот эту птичку. Очень удобная в хозяйстве вещь. Как у всех все на скотче мы ремонтируем, так и это леска. Не леска, а резинка. Также в хозяйстве очень полезная вещь. Так, и вот уже начала вязать новую игрушечку. Тоже по описанию этого же автора. Там целая серия идет. Зайчик, лисичка, вот этот олененок и птичка, по-моему, аист. Может быть, кто-то еще. И вот я начала вязать зайчика. Связала 2 ушка уже, 2 ручки и 2 ножки. Вот. Ну, посмотрите, как хорошо ножки, видите, видно здесь, сгибаются в коленочки. И я хочу к этим друзьям, когда свяжу всю эту коллекцию, по этой схеме связать еще и куколку. Даже, может быть, из этой же и пряжи, потому что цвет к человечку очень подходит. Голову, конечно, немножечко я сделаю другой формы, вот без этого изгиба, без носика. Вот. Так что у меня будет целая серия вот этих игрушек. И у каждой игрушечки свой наряд. У кого-то штанишки, у кого-то шортики, у кого-то комбинезончик, сарафанчик, платье. Там и башмачки даже каждой игрушки вывязываются разные. И я вот эти лапти, лопаточки тут переделала немножко и взяла также от другой игрушки. Это не от олененка. К олененку там должны были сапожки, но мне захотелось почему-то связать вот такие лопаточки. Вот. И вот из такой пряжи, наверное, не знаю, в размер попаду, не попаду, но это 100% хлопок Газал Гиза Мате. Буду вязать лисичку. Это она у меня, чтобы была не очень яркая. Все-таки у Ярнард джинса оранжевый прям слишком как-то он ярковат, мне кажется, для такой лесной тематики. Зайчик, олененок, лисичка. Да, там, по-моему, 4 игрушки. Может быть, кто-то еще, вот, не помню. Вот, и я вот взяла такой более приглушенный, такой терракотовый цвет вот для лисички. Вот хочу из нее попробовать связать. Но я хочу, чтобы все игрушки были одного размера. Хотя вряд ли они поедут в один дом, даже если какая-то игрушка и будет отличаться по размеру. А может быть, кто-то захочет и купить всю серию этих игрушек и как коллекцию уже. Вот. А вяжу я эти игрушки из пряжи Alize Cotton Gold Hobby. Это полухлопок. Так, и что касается вот вывязывания вот этой мордочки, как вы видите, связано это цельновязанное жаккардом. И очень-очень это также непростое занятие. И я когда-то вязала, да, вот пингвинчика там вывязывала, но здесь намного больше объем. И вязала немножечко в такой технике. Это не по мастер-классу, это уже моя придумка. Вся основная игрушка связана у меня галочками. Обычно, как я вяжу все игрушки. Так проще всего, быстрее. А вот эта часть молочного цвета, вывязывала я ее даже не полукрестиками, а крестиками, чтобы вот эта часть была поплотнее. Во-первых, потому что вот эта пряжа немножечко потолще, чем Alize. Это у меня Ярнард джинс, молочный цвет. Хоть по метражу они одинаковые, но все равно мы, когда вяжем изделия из Alize Cotton Gold и из Ярнард джинс, размер игрушек немножко отличается. Поэтому, чтобы вот эта часть была не слишком выпирала, я вязала
крестиками, не полукрестиками. И еще для того, чтобы не было перекоса, чтобы вот лицо вот сюда не уезжало. Потому что мы знаем, когда вяжем галочками, немножечко полотно косит. Вот даже видно по ножкам, видите, как уходят столбики в сторону. И чтобы лицо было ровное, не лицо, а мордочка. Да, это человек, конечно, но не человек, все-таки это зверушка. Вот поэтому вязала. Но это я почему-то так решила, не знаю для чего, но мне показалось, что так будет надежней. И я, мне кажется, не прогадала, что я вязала. Но крестиками вязать намного дольше, тем более мне это непривычно. И так как полотно получается тугое, тяжело вставлять крючок. Ну, короче, пришлось мне тут с ним, с мордочкой повозиться. Но я думаю, что игра стоила свеч. Вот такой милый олененок. Также выставлю его на продажу, но это будет у меня уже не дешевая игрушечка. Я еще подумаю, сколько, и, наверное, напишу в своем телеграм-канале. Я ее сфотографирую, как-то постараюсь, умудрюсь сделать красивую фотографию и опубликую в своем телеграм-канале, ну и в моей группе ВКонтакте. Группа ВКонтакте называется «Мастерская Одри» и также называется в Телеграме «Одри Студио» или «Мастерская Одри». Я все время путаю, где у меня как. Где-то «Мастерская Одри», где-то «Одри Студио». Ну, как мы знаем, что «студио» это и переводится как «мастерская», поэтому легко можно найти меня на разных площадках. Не забываем, что у меня есть канал и на Дзен, и на YouTube. И это видео я, наверное, сначала размещу на Дзен, а на следующий день на YouTube. Вот, чтобы все могли посмотреть мое видео и полюбоваться вместе со мной на мои игрушки. Так, сейчас я снова наряжу олененочка и сфотографирую ее. Вот. И еще что касается мастер-классов. Я опубликовала описание птички в моем телеграм-канале, и кто-то написал спасибо за мастер-класс, и там зашел какой-то небольшой спор, что это не мастер-класс. Конечно же, это не мастер-класс. Я просто поделилась описанием, которое придумала другой автор. Просто я нашла его на просторах интернета, связала, показала птичку, людям понравилось и попросили поделиться схемой. И вот я там опубликовала. Вот. И что касается мастер-классов, все видео, которые у меня опубликованы на моих каналах, где мы с вами вяжем вместе воротники, салфетки, игрушки, всякие мелочи разные, там много что мы с вами вязали, снежинки. Я свои видео не называю мастер-классами. Это просто видео. Я не считаю себя мастером, так как я не особо профессионально вяжу. Во-первых, начнем с того, что я неправильно держу крючок. Хотя сейчас считается, что и так правильно. Кто-то держит как ложку, кто-то как ручку. Вот, я держу, ну, нетрадиционно, так скажем. Поэтому уже я не могу сказать, что мои видео это как мастер-классы. Какие-то, может быть, у меня ошибки, какие-то у меня, может быть, там оговорки. Поэтому мастер-класс это когда все выверено, проверено. Вот. Я просто делюсь своими навыками, своими процессами, так как я это делаю, и считаю, что, может быть, эти видео кому-то полезны. Ну, не то, что считаю, я знаю, что полезно, потому что я же читаю ваши комментарии, что многие вяжут со мной вместе эти же изделия. Вот, поэтому давайте определимся, что это не мастер-класс. Тем более я там много вяжу изделий не по своим описаниям, каким-то задумкам, а беру готовую схему, и мы с вами вяжем салфетку. Да, много там воротников и мои разработки, и салфетки есть мои придумки. Вот. Но даже и те салфетки, которые я сама придумала, я не могу назвать это мастер-классами. Это просто я вяжу и с вами делюсь своим процессом. И вместе с вами мы вяжем ряд за рядом, и получаем уже в конце концов готовое изделие. Вот. Так что вот такой я мастер, фломастер. Вот. Так, все, оленяшечку мы пока убираем.
Вчера заходили в магазин «Твоя полка». Я заметила, что всех моих капибар продали. Сейчас мне нужно вязать новые брелочки капибарки, и я хочу их повязать в шапочках Санта-Клауса или в шапочках-тыковках. Как-то что-то надо придумать, или осеннюю тему, или уже к Новому году туда на полку. Ну, хотя, может быть, на полочку и рано еще в колпачках новогодних. Ну, посмотрю, свяжу пока капибарчиков самих, а потом уже буду думать, чем их украсить. Может быть, в наушниках сделаю капибар. Вот, так что получила там очередную свою выручку. Но это я вам попозже обещаю рассказать в конце октября. Подведу итоги полочки, вместе с вами посмеемся над этой полочкой. Вот, а может быть и поплачем. Так что там вы уже, это пусть будет спойлер, что это за аренда полочки у меня. Вот. Продлила еще полочку до января вчера. Вчера просто ходили мы в театр с мужем, а это по пути, и мы зашли на полочку. Вот, но все равно получать какую-то копеечку даже за месяц получила, половину отдала за аренду полочки. Все равно приятно, ладно, мелочь, но приятно. Вот, но пока бросать я ее не собираюсь. Так, ну, все вроде бы, что хотела показать, я вам показала, что хотела рассказать, я вам рассказала. Надеюсь, видео было вам интересным, полезным. Напишите ваши комментарии, буду ждать с нетерпением. Вот про эту лопатуську, что вы думаете? И вот почему-то вот оленята. Но зайчата-то у нас круглый год актуальный зверек, да?